О биткоине просто. В этом видео простыми словами о биткоине. Что это такое, как это работает, для чего и как не стать жертвой мошенничества. Канал Предприниматель Инфо. Биткоин – это компьютерная программа, но расположена она не на одном конкретном компьютере или сервере, а сразу на миллионах компьютерах, которые сообщаются между собой через эту программу. По схожему принципу работают торренты. Вы устанавливаете у себя программу так же, как и кто-то еще это делает. После установки этой программы вы можете передавать друг другу файлы напрямую, без участия каких-либо серверов и практически без контроля. Именно благодаря торренту я скачала свой любимый сериал «Миллиарды». До этого смотрела его только в Иви или Окко, а теперь могу наслаждаться им и использовать его видеофрагменты так, как захочу. Кстати, киноманы, ловите бонус от меня. Ссылку вы видите на экране, а еще переходите по ней под видео в описании. Друзья, поддержите канал Предприниматель Инфо, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. Вас ждут видео новости из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства. Вернемся к биткоинам. Их система работает точно так же. Только задача этой программы не передавать файлы между пользователями, а выдавать им виртуальные очки, баллы. Откуда появляются биткоины? Программа поощряет тех, кто ее устанавливает и держит на своем компьютере. Она дарит пользователям виртуальные очки, виртуальные деньги, которые и называются биткоинами. При этом программа свои баллы выдает не просто так. Вся система имеет ограничения. Она может выдавать всего 21 миллион виртуальных баллов, биткоинов, и ни одним больше. При этом к программе каждый день подключаются все новые и новые пользователи. И если пользователей становится слишком много, она усложняет получение биткоинов, либо наоборот упрощает, если пользователей становится меньше. Кто такие майнеры? Люди, которые поддерживают систему через свои компьютеры, называются майнерами, а весь процесс приобретения биткоинов – майнингом. Образовалось это слово от английского глагола mine – подкапывать, добывать, выкапывать. Поэтому процесс получения биткоинов – фактически их добыча. Весь процесс майнинга сводится к следующему. Программа создает задачи, которые должен высчитать компьютер майнера, и за это ему выдаются виртуальные деньги. То есть буквально программа генерирует серию сложных задач. И компьютеру приходится тратить время и мощности процессора и графической карты на их решение. Со временем задачи становятся все сложнее и сложнее, так как майнеров становится все больше, а программа не выдает больше 3600 виртуальных монет в сутки. Соответственно, программа регулирует себя сама и следит за тем, чтобы задачи были сложными. А майнеры, с другой стороны, собирают все более мощные машины для того, чтобы первыми решить задачу и получить биткоин, обогнав других майнеров. Машины для решения задач майнеры называют фермами. Получается, что майнеры подключают к системе компьютеры мощнее и мощнее, чтобы они считали быстрее. А система каждый раз придумывает задачи сложнее, чтобы выдавать не более 3600 монет в сутки. Так, биткоин – это код, который придумывает математические задачи, на которые подсели майнеры, решающие эти задачи и получающие за это виртуальные баллы, очки, деньги. Но самое интересное в этой истории, что безумные майнеры потом продают свои виртуальные монеты на электронных биржах за реальные деньги. Стоимость этих виртуальных монет заоблачная. На 20 мая 2021 года один биткоин равен 3 миллионам 109 тысячам 520 рублям. Почему биткоин имеет стоимость квартиры? Цена за любой товар или услугу в мире зависит только от двух факторов – от спроса и предложения. Если цена растет, значит предложение не успевает за спросом. То есть людей, которые хотят купить биткоины, гораздо больше, чем биткоинов существует. То есть, чтобы разобраться, почему виртуальные, не настоящие монеты так дорого стоят, надо ответить на два вопроса. Первый – почему у них такое маленькое предложение? Второй – почему такой высокий спрос?
Про предложение понятно. Система не может выдавать больше 3600 монет в сутки и 21 миллиона монет всего. Так гениально заложено разработчиками. Если бы биткоины выдавались без ограничения, то они никогда не достигли бы такой высоты. Теперь второй вопрос. Почему все больше людей хотят покупать эти биткоины даже за сумасшедшие деньги? Почему люди скупают биткоины? На самом деле спрос на биткоины не такой уж большой. То есть от общего количества людей на Земле только очень маленький процент покупает, хранит и перепродает биткоины. Но в соотношении с мизерным предложением 3600 монет в сутки спрос гигантский, поэтому и цена заоблачная. Причины спроса на биткоины. Первая причина – красивая легенда. Вторая причина – быстрое обогащение. Начнем с первой. У любой программы есть создатель – живой человек из плоти и крови со всеми недостатками и достоинствами. А вот у системы биткоин его нет. Точнее, он, конечно, есть, но никто наверняка не знает, кто это. Есть только информация о неком Сатоши Накамото, который в 2008 году впервые запустил систему. Но кто это такой? Человек или группа людей или огромная корпорация? Неизвестно. Такая таинственность придает системе привлекательнейший антураж. Легенда о Сатоши. Легенда о Сатоши строится на жестких жизненных реалиях современного мира. Обычные люди вынуждены каждый день работать, чтобы прокормить себя. В то время как банкиры, финансовые магнаты, владельцы валютных фондов жируют просто за счет того, что у них в руках кран по выдаче денег. Они контролируют все деньги мира, и обычные люди полностью от них зависят. Назначили ставку за кредит в 15%? Да будет так. Сказали, что доллар будет стоить 70 рублей, и люди ничего не могут с этим поделать. Повысили цены, люди покупают. И вдруг в этот несправедливый и дезориентирующий мир приходит избранный, восставший против системы. Он научил людей самих добывать деньги в обход финансовых кровопийц. Так как не существует единого контрольного центра биткоинов, значит никто не сможет отнять их у обычных людей. Деньги теперь принадлежат людям, а не десятку самых богатых семейств в мире. Это новая финансовая и экономическая система, которая освободит людей от постоянного бега в колесе и сделает их свободными и счастливыми. Никто не знает истинного имени избранного, никто не знает, как он выглядит, а он делает это исключительно ради человечества и ни для чего более. Уж если народ верит в финансовые пирамиды типа Кэшбери, то что уж говорить об этой легенде. Кстати, о Кэшбери я недавно рассказывала в ролике «Как не стать жертвой инвестиционных мошенников». Ссылку на этот ролик вы найдете в конце видео. Идея благородная, особенно зачморенные наивные бедолаги в нее верят. Но есть и другая причина спроса на биткоины, о которой я уже говорила – быстрое обогащение. Что происходит с товаром, цена на который быстро растет и который можно быстро выгодно перепродать? Товар становится нужным людям, даже необходимым. Люди гонятся за ним, чтобы продать дороже. Истинная ценность товара здесь не играет никакой роли. Все зависит исключительно от того, сколько новых людей готовы перекупать, чтобы потом перепродавать дороже. Такой рост цен называется финансовым мыльным пузырем. Финансовые пузыри возникали во все времена. Так, в 1636-1637 годах в Голландии образовался финансовый кризис под названием тюльпаномания или тюльпанная лихорадка, которая характеризовалась стремительным спекулятивным ростом цен на тюльпаны. Впоследствии, когда цены рухнули, нидерландская экономика столкнулась с тяжелым кризисом, закончившим период золотого века страны. Но до этого один тюльпан вицерой можно было обменять на 2 тонны пшеницы, 4 тонны ржи, 4 жирных вола, 8 толстых свиней, 12 жирных овец, 2 бочонка вина,
4 тонны пива, 2 тонны масла, 1000 фунтов сыра, серебряную чашу для питья. То же самое наблюдается, когда начинает резко возрастать цена любой валюты. Но есть предел, выше которого люди не будут платить ни за тюльпанные луковицы, ни за биткоины. В определенный момент какая-то часть держателей валют решит, что цена уже достаточно высока и надо продавать. Но покупателей уже не найдется. Так бывает всегда. Так возникает обвал. Продавцы немного снижают цену, чтобы их товары купили, потом еще немного, и в результате финансовый пузырь лопается в мгновение. Никому не нужные луковицы плавают по рекам и каналам, ассигнации подметают дворники, а кто не успевает избавиться от валюты, навсегда теряют свои деньги. Все это политические игры. Называют еще третью причину – сетевой маркетинг. Якобы информация о биткоинах пошла через сетевиков. Возможно, но сейчас об этом никто не помнит. Ясно одно – биткоины – очень умный и грамотный ход гениальных управленцев. Интересный факт. Джонатан Свифт и Исаак Ньютон потеряли почти все свое состояние в финансовом пузыре компании Южных морей. Компанию Южных морей в 1711 году учредил лорд-казначей Роберт Харли, первый министр британского правительства в 1711-1714 годах. В основе компании Южных морей лежит простая идея. Контора выкупает часть государственного долга, накопленного за годы войны, а в обмен получает 6% ренту и уникальное право на торговлю с колониями Испании. В апреле 1720 года компания выпустила 1 000 000 акций по цене 300 фунтов. Весь тираж разлетелся, акции стали расти в цене. Руководство компании разогревало ажиотаж, объявляя, что всем акционерам гарантированы 10% дивиденды. И первое время они выплачивались. Но не за счет торговли в новом свете, а благодаря новым инвесторам. Классическая схема финансовой пирамиды. Торговля шла очень плохо, хотя распускались слухи о том, что дела идут хорошо. Совет директоров понимал, что скоро инвесторов не останется, а существенной экономической деятельности нет, и брать дивиденды неоткуда. Тогда основатели компании сбросили акции на пиковой стоимости. Уже к концу августа руководители компании объявили, что годовые дивиденды будут выплачиваться в течение 12 лет. Это возмутило держателей акций, и котировки Южных морей полетели в пропасть. После того объявления уже 24 сентября компания была признана банкротом. А начиналось все славно, перспективно. Желание погасить государственный долг за счет средств акционеров являлось благой миссией, так как конец 17-го, начало 18 веков являлись для английского бюджета очень сложными. Это произошло из-за только что закончившейся войны Аугсбургской лиги 88-97 годов XVII века и вновь начавшейся войны за испанское наследство 1-14 годов XVIII века. Но дело в том, что когда компания не зарабатывает, а тратит чужие деньги, это равносильно мошенничеству.